Друзья, всем привет! Вы на канале Страна рецептов. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного свекольного хлеба. Скажу сразу, что свекла в хлебе абсолютно не чувствуется. Мякиш получается какой-то бархатный, очень-очень вкусный. Этот хлеб я люблю выпекать порционными булочками. Для этого хлеба мне понадобится немного отварной свеклы, мука, вода, живые дрожжи, соль, сахар и растительное масло. Первым делом поставлю опару, так как я работаю с живыми дрожжами. Для этого отварную свеклу я пробиваю блендером, добавив чуть-чуть воды. Также можно работать с сухими дрожжами. Их нужно взять в 3 раза меньше, чем живых. И, естественно, работать безопарным методом. Замешивать все сразу. Далее добавляю еще воды, для того, чтобы свекольной жидкости получилось где-то около 300 мл. Вода и свекла должны быть теплыми обязательно. Далее добавляю дрожжи и сахар. Можно добавить где-то столовую ложку муки. Все хорошо перемешиваю, накрываю пленкой и убираю в теплое место. Опара у меня бродит где-то минут 15-20. Смотрите, опара дышит, дрожжики работают. Поднялась такая высокая, хорошая шапочка, много пузырьков. Далее просеиваю муку, добавляю соль. Муку с солью нужно обязательно перемешать. И вливаю опару. Начинаю замешивать тесто. Еще хотела пару слов сказать по поводу свеклы. Свеклу я отвариваю заранее и замораживаю. Таким образом, в день выпечки я не трачу время на свеклу. Когда первая партия муки вмешалась, добавляю растительное масло. И вымешиваю дальше. Постепенно добавляю муку. Смотрите по своей муке. Ее может уйти больше, либо меньше. И вымешиваю где-то минут 7-10. Тесто забивать мукой не нужно. Просто хорошо нужно вымесить. Оно получается мягкое, податливое и приятное на ощупь. Тесто такого яркого, красивого свекольного цвета. Жаль, конечно, что после выпечки цвет меняется. Вот такое оно получается. Воздушное, мягкое. Миску, в которой я вымешивала тесто, смазываю растительным маслом. Тесто смазываю слегка. Укладываю в миску, накрываю пленкой и убираю в теплое место на 1,5 часа. Тесто может подняться и за час. Это будет зависеть от дрожжей, так что смотрите, если оно увеличится в 2-3 раза, значит тесто уже готово. А я всегда оставляю именно на 1,5 часа. Тесто хорошо подошло, его обязательно нужно обмять, чтобы выпустить углекислый газ. Таким образом тесто насыщается кислородом, и хлеб будет более воздушным, пышным, и дрожжикам легче будет продолжать свою работу. После того, как я тесто обмяла, я его взвешиваю, делю на 12 равных частей и каждую часть слегка обминаю, формую булочку и выкладываю на противень. Вы же можете приготовить булку хлеба в форме, либо в виде батона. Заготовки я свои накрываю полотенцем и оставляю растаиваться где-то минут на 20. Можно оставить и на 30 минут. Главное, чтобы они стояли в теплом месте. И за это время разогреваю духовку до 180 градусов и выпекаю хлеб до готовности. На это уйдет где-то плюс-минус 30 минут. Мой порционный хлеб готов. И, кстати, я его никогда ничем не смазываю. Булочки цвет, конечно, изменили, и тем не менее они получились очень красивые и вкусные. Эту булочку я просто разломила. Получается внутри вот такой мякиш. А эту булочку я разрежу ножом. И посмотрим, какая она в разрезе получается. Вот такой воздушный, пористый и мягкий хлеб. Как я в самом начале и говорила, мякиш получается бархатный. Попробуйте приготовить такой хлеб, я думаю, он вам очень понравится. А я вам желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!